Ильза, ты чего? Хрюня. Хрюня! Через 100 метров на светофоре поверните направо. Потому что мы, когда сажали в Гальяново, первый раз мы вот это все решили. Решилось это все, знаешь, вот это месяца за полтора придумали, что хотим сад. Один наш сотрудник подал эту идею, все загорелись. И за полтора месяца было очень тяжело что-то найти такое, ну, нормальное. И нам вроде как Национальный парк Лосиный остров выделил землю прямо на территории Москвы, в Гальяново. Сказал, вот земля, пока мы посмотрели, все хорошо, ну, красиво достаточно, ну, дома рядом там, да, и нам это импонировало, что это не как, знаешь, там кладбище где-то там в лесу, не пойми чего, а это вот рядом люди, дети гуляют, и вот эта память, эти яблоки для всех, да, что жизнь продолжается, и она продолжается вот среди людей. Но в момент, когда мы начали копать, мы уткнулись в то, что туда лопата вообще не пробивает. Это строительный мусор. Когда строили вот это Гальяново, туда свозили вот эти все обломки кирпичей, не знаю, ну, все, что только можно. Сверху присыпали там грунтом вот так, да, чтобы поросла травка, и все. И вот это вот поле сажайте. А там вообще не сажается, там невозможно пробить. И мы и ломом, и чем только не делали. В общем, копали кое-как эти ямы, навезли туда грунта плодородного такого в мешках, всыпали в эти ямы, чтобы как-то хоть деревья прижились. Но я, честно говоря, не очень верила во всю эту историю, то, что они приживутся. У меня прям руки тряслись, я боялась, что там через 2 месяца я приеду, и все это загнулось. Потому что корни пойдут, упрутся в камни, и все. И к концу августа мы решили устроить пикник в саду, чтобы привести в порядок сад. Мы туда приехали. Я, открыв рот, увидела, что все деревья живы, все, до единого просто. И все с плодами.
как это все произошло, я вообще не знаю. Никак не объясняю. Вот так вот, чудо. И любовь. И я в Фейсбуке наткнулась на публикацию Лиды Маниала, руководителем детского хосписа, про детей. Я начала читать, и меня сразу же все это зацепило. Мне тут же захотелось помочь. Я тут же перечислила какую-то сумму денег. И сразу же меня зацепили именно мероприятия. Вот не то, что собирают деньги на аппараты или еще что-то, да, а именно то, что умирающим детям обеспечить что-то вот интересное в жизни. Что, оказывается, люди умирают не лежа просто вот на постели, да, а раз он неизлечимо болен, он лежит на кровати и никуда не двигается, да. И тут я увидела, что они как-то двигаются. Увидела про бассейн публикацию, увидела еще что-то. И меня это так взбудоражило внутренне, мне тут же захотелось что-то придумать. Я думаю, ну у меня же связи в театре. Позвонила в театр Моссовета, говорю, ребята, давайте мы вот приведем группу ребят из хосписа. Они говорят, давай. И я уже после этого позвонила в хоспис, говорю, так и так, я могу вам организовать вот это вот все мероприятие. Они говорят, ну давайте, попробуем. Ну, мне было страшно, но я сразу же сказала, мне надо общаться с ними, как с обычными людьми. Нельзя ударяться в жалость, не нужно с ними сюсюкаться, там, я не знаю. Это событие, это что-то такое необычное. Они приехали в какой-то веке, кто-то в первый раз вообще попал в театр, да, с коляской, потому что им не было возможности. А тут им организовали, пандус положили и так далее. И они смотрели, затаив дыхание, со сцены глаз не отводили. Вот оно, какое благодарное дело. Не просто повезти там школьников, отвезти в театр, а именно таких детей, для которых это недоступно в обычной жизни. И я загорелась тут же что-то еще придумать. Ребят, значит, все вещи личные, пожалуйста, нигде на стульях мы не оставляем, не висящими, ничего. Либо подоконник самый вот в углу зала большого, да, там на подоконнике все складываем. Либо вот есть вот вешалки, да, можно повесить. Все, если вопросов нет, то можно звонить своим семьям, встречать их. Флаг Японии. Я знаю. Штамп. Японский, потому что. Я тебя поздравляю с приездом в Японию, Карим. Следующий. Еще один бывший нелегал. Тоже нелегал. Да, в тот раз были нелегалы. Ренат, ты меня пугаешь. Какова цель визита? Путешествие. Угу, путешествие. Впечатление. Хорошо. Что-то запрещенное к ввозу есть с собой? Нет. Оружие, наркотики? Жалко. Ну ладно. Держи. Добро пожаловать в Японию. Катюха моя, привет! Так. А ты где у нас была уже? О, в Греции. А в Америку не приезжала? Нет. Ну что ж ты, Катя, я чувствую, что я соскучилась по тебе как-то очень сильно. Вот папа тебе говорил, смотри, какой. Приехала, значит. Ну так сильней. Давай его. Жми прямо по нему, прямо вообще. Где ребенок? Ты посмотри, я и то больше ребенок. Я.
Ты? Я. Ты вообще потеряла? Нет, он дома. Так, уйди из глаз моих, нелегальная. Налог ставь ей за Так, следующий, не тратьте мое время. Давай, привет. Где-то я познакомилась с большим уже количеством детей, поняла, что они бывают разные, не только те, которые выходят в театр, да, вот, но и с другими нарушениями, с такими более серьезными, дети более тяжелые, менее контактные, да. Но при этом именно вот такие дети, они вот открыли мне красоту такую, которую я не видела раньше. Раньше, встречая детей больных, у которых спастика, у которых вот деформированы руки, да, или конечности, у них гримасы определенные, да, на лице. Мне все это казалось каким-то неловким, страшным даже, да, и я отворачивалась, мне казалось, типа, ой, чур меня, да. Но начав общаться с ними, я увидела эту красоту, я поняла, что это не гримаса, это улыбка, это радость, это попытка сказать, выразить свои чувства. По-настоящему я влюбилась в хоспис именно вот с этими детьми. Если с друга вышел путь, если с друга вышел путь, веселей. Меня чуть-чуть, а друзьями много, что мне снешь, что мне знаешь, что мне хочется весной, когда мои друзья со мной, что мне снег, что мне ночь, что мне хочется весной. А Рома – это муж. Мне кажется, что ему казалось, что это все несерьезно, что это ненадолго. А потом понял, что все серьезно, и уже начал помогать. Мы были знакомы 6 лет, и все эти 6 лет Ромка, он был прям заядлым холостяком, вообще ничего ему не было нужно, никаких детей он не хотел, ничего он не хотел. Вот. Нет, и нет, и нет, и нет. У него были свои там тараканы какие-то. И все вот изменила вот моя болезнь. Вы должны помнить основные правила при приготовлении роллов и суши. Это чистота, все должно быть очень чисто. Это неспешность, потому что все ингредиенты требуют такой нежности и аккуратность. Если у вас что-то где-то падает, вываливается, да, надо это все убирать, иначе конечный продукт наш не получится таким красивым. И, естественно, у нас самый главный ингредиент роллов – это морская капуста. Понял? Нори, правильно. А что, какой еще самый важный ингредиент японской кухни я не назвала? Рис. Рис, правильно. Рис мы сварили заранее. Он теплый еще. Рис обязательно для того, чтобы делать из него суши или роллы, нужно ни в коем случае не промывать, как некоторые делают, да? В него заливается специальный рисовый японский уксус. Тогда рис становится ароматным и не таким клейким, он более рассыпчатый становится. Очень красиво, молодцы. То есть чуку кладем имбирь, добавляем васаби. Он прямо там лежит, тюбик такой. У меня был такой эпизод в жизни, как эпизод, 7 лет он длился. Я заболела, как мне сказали, психиатрической, у меня было психическое расстройство. Я очень сильно заболела, я лежала в больницах, я принимала очень тяжелые препараты, и вообще очень тяжело. И клали меня дважды в больницу, в кризисное отделение, пытались лечить, подсаживали на психотропку серьезную, еле-еле меня там с нее потом снимали. Но хотя бы у меня жизнь вот до и после делилась. Но главное, что Рома, еще не будучи моим мужем, он таскал меня, он каждый день вот сидел со мной. Я каждый день вызывала неотложки, там, да, потому что мне казалось, что я умираю там, и так далее.
И он все это пережил со мной. Он меня водил по каким-то таким врачам, сяким врачам. Он искал здесь врачей. Он все деньги тратил на то, чтобы найти вот какую-то терапию, найти какую-то помощь там и так далее. Куда он только не обращался, уже к шаманам каким-то ходил. И, ну, я не знаю, то есть он все делал. Он, ну, потому что он женился на мне вот в процессе вот всего этого, да. Не побоялся и не испугался, и был рядом все время. Я не знаю, без него, наверное, вообще бы не справилась. Через 600 метров. И как ни странно, вот во время вот этой всей болезни и во время всего вот этого ада Ромка как-то вот осознал, что, наверное, это все по-серьезки, раз он не бросает меня в такой ситуации, то, наверное, уже ни в какой не бросит. Да. И мы приняли решение, вернее, я давно хотела ребенка, всегда его хотела. И вдруг вот он сказал: ты знаешь, а я хочу, чтобы у нас вот был ребенок. И мы родили ребенка, как вы знаете. И на то время беременности у меня не было ни одной панической атаки, вообще ничего, даже близко. Тебя все держат ровно, все аккуратненько. Так, это куда? К вам? Друзья, все взяли пироги? У нас правило: 18 килограмм на семью прирост за мероприятие. Если пироги не едят, мы больше не приглашаем. Совершенно другое же поколение прямо идет у нас этих ребят. Вот, я думаю, что с ними будет все значительно проще. Вот, потому что они сами по себе вообще, и родители тоже уже привыкли к тому, что они могут сами по себе. Что они сами найдут себе занятия, они договорятся, пообщаются, они поедят, попросят что-нибудь, да, они все уже совершенно коммуникативно раскованы. Мне кажется, я была в классе в первом-втором классе. Я стояла перед дверью балкона,
За спиной у меня были задернуты шторы, я стояла, затаив дыхание, и плакала вот в стекло балконное от ужаса того, что я умру когда-то. Вот я просто это осознание вдруг ко мне пришло. Я стояла, плакала, меня все трясло, и я боялась, что вообще кто-то увидит. У меня смерть им представлялась как какой-то такой улиткой, уходящей вдаль, вот что вот я сейчас существую, а потом будет вот это вот уходить куда-то, неизвестность какая-то. Она меня так пугала. Особенно отчетливо вспомнила в последнее время, потому что у меня у Янки началась такая же история. И Яна прибежала первая, в слезах. «Мама, что мне делать? Объясни мне, поговори со мной. Расскажи мне, просто успокой. Я вот боюсь. Я вот сейчас подумала, что же будет. Все будет продолжаться, люди будут жить, ходить, смотреть кино, театр, все будет происходить, а меня не будет. А где я буду? Что будет? Как так? Такого не может быть». И вот она тоже плакала. И мы с ней разговаривали, долго сидели, общались как-то вот к этой теме. Но у нее все эти мысли, естественно, раньше пришли, потому что она-то стала сталкиваться со всем этим очень рано. Но берегите силы, потому что на поляне вас будут кормить просто на убой. Готовят для вас какие-то колбаски, что-то тефтели, салаты, вкусные лимонады, напитки, всякие чай, кофе вкусные. Так что мы понимаем, что сейчас мы везем удельный вес 3 тонны, обратно 8. Вот, мы подрасчитали. Вы не знаете, что это за ребенок ко мне пристает? Кто мама? Я? Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда. Морские медленные воды, не то что рельсы в 2 ряда. Как ни грусти, волнение больше, ведь ты уже не на земле. Как ни реди, разлука дольше, когда плывешь на корабле. Вода, вода, кругом вода, 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 шумит вода. Я вспоминаю все сначала, уже давно пролетал. На самом краешке причала стоишь, ты голову задрал. Вода качается и плещет, и разделяют нас надаль. Но ясно мне из жизни, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода, кругом вода, 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 шумит вода. И очень хотелось мне Янку приобщать. И она тоже, когда я начала только ходить на мероприятия, ей показывала фотографии, рассказала о том, что есть такие дети, что вот у них есть аппараты там разные и так далее. Ну, сначала я просто сказала, что эти дети очень сильно больны, очень сильно, и они уже не выздоровеют. Что они вот будут всегда болеть, сколько — непонятно. Потом, да, мы уже начали произносить фразы, что когда-то эти дети умрут. Кто-то скоро, кто-то, может быть, не очень скоро. Вот, что медицина шагает вперед, что мы делаем все, чтобы поддержать их, да, чтобы это произошло все не так скоро. Я могла попроситься волонтером в семью. Я сразу же попросилась, но я попросилась с условием, что мы хотим волонтерить с ребенком. Как только я начала приезжать к детям хосписа, участвовать в мероприятиях, я поняла, что детям нужно общение с детьми. Как бы я ни играла, какие бы сказки ни читала, как бы я там не гримасничала и не еще что-то делала, это не заменить общение ребенка с ребенком. И мне подобрали семью, предложили, что вот замечательная семья, замечательная девочка Алина, что Алина живет дома на аппарате ИВЛ,
То есть она сама не может дышать, она не двигается, она не говорит. Но она в сознании, она все понимает. И на вторую встречу мы уже поехали с Яной. Я очень боялась, что она испугается трубок, того, что у ребенка в горло вставлена трубка, что там это все что-то какие-то звуки издает, лампочки мигают, много вообще всяких проводков, много каких-то трубок. Сначала мы, правда, рассказали, показали, что такое аппарат ИВЛ, как ребенок на аппарате ИВЛ дышит. Я сказала, а это зачем, а куда она ведет? Сюда, ага, что она там, да, зачем, почему? Буквально на второй встрече она уже залезала коленки прямо в кровать, отодвигала эти трубки, провода, там как было удобнее, ложилась прямо с ней вместе, смотрели мультики. Янка любила разминать ножки, оленьи ручки, такой, как массажик делать. Она сидела, там разговаривали, она ей так это вот жамкала ножки. Потом Алина умерла. Прям, шок был очень сильный. У меня какие были раньше мысли, сценарии, как я сообщу Яне в случае чего про то, как Алина умерла. Я забыла все сценарии, я прям закричала: Рома, Яна, Алина умерла. Не знаю, я поняла только одно, наверное, что я не уйду никуда из этого. Поняла, что я на своем месте, что мне вот это я и должна делать. Наполнять, по сути, жизнь, сколько бы ее ни осталось. У нас есть такая важная очень тема при разговоре с родителями. Это выбор пути. Чтобы семьи очень четко понимали, какое развитие событий их ждет и какое решение они готовы принять в тот или иной момент. Например, врач, другие работники хосписа, они очень подробно семье описывают, как будет проходить болезнь, какие будут симптомы появляться, какие будут уходить, да, как на них можно повлиять. Итог умирания ребенка. И вот как он будет умирать, это наша забота. Это вот наша главная цель, да? Сделать так, чтобы ребенок умер правильно, хорошо. Как бы это ни звучало странно, он должен умереть хорошо, он должен умереть без боли, он должен умереть спокойно, он должен умереть на руках у родителей, да? Это должно быть правильно. Это не должно быть умирание с криками, воплями в реанимационной палате, среди чужих людей, чужих лиц, в истеричных попытках откачать, бить током, вкалывание иголок, трубок и так далее. Мы не хотим, чтобы это происходило так. И
родители должны сделать выбор и понимание того, как они хотят, чтобы умер их ребенок. Как это произойдет? Это необходимо спланировать и очень четко понимать себе, видеть вот этот сценарий. Что будет происходить? И этому следовать. Выбор пути, что это? В случае критической ситуации, когда мы понимаем, что ребенок умирает, мы вызываем неотложку, да, и пытаемся его откачивать, или мы даем ему уйти. Это очень-очень сложная тема, очень тяжело родители эту тему поднимают, очень тяжело ее обсуждают, но это один из самых важных вопросов у нас в хосписе. Где мой? Телефон, что ли? Давайте я здесь открою. Все, читай. Давай. Детская часть 14:00, 14:30, сбор гостей. 14:30, 15:30, мастер-класс пицца. Мои мечты делаем, кушаем. 16:00, пиньята. 16:30, 17:30, мастер-класс по росписи тарелок для желающих. Остальные делают, что вздумается. Ну, понимаешь, опять же, я не знаю, сейчас кто-то опоздает, кто-то вдруг не приедет, кто-то заболеет. Но мы надеемся на лучшее. Что сейчас будет шум, гам, что дом будет трястись. Папа, я играю. Ром, я положила все специи. Я сейчас только думаю, не мало ли. И нет у меня... Нет, а ты гвоздики должен, не клади много, да? И бадьяна нет. Гвоздики насыпем. Бадьянчика нет, Ром. Что делать-то? Что за жизнь-то без бадьянчика? Не надо бадьянчика. Ладно, Достаточно, тогда все. Это кто? Это мускатный орех. Натураль. Натурель. Яна, встречай гостей, иди. Олечка! Ура! Иди обниматься, скорее. Привет, я. Ой, розы красивые. Мама! Мама, 4000! Боже мой! Прекрасно. Прекрасные гости. Яна, где спать? Здрасте. Ну, нас много. Шпаш. 5000. Нет, слушайте, давайте мы начнем таскать на взрослый стол еду, и взрослых потихоньку туда начнем... Да. Я училась в школе, у нас была в классе у меня подруга, и она начала ходить в театральную студию в Дворце пионеров. И подошла ко мне и как-то сказала: Оль, мне кажется, тебе бы было прям вот здорово, пойдем. У нас там как раз вот набор идет, пойдем сходим. Я пошла с ней, увидала какие-то мальчики, подумала: вау, так это еще можно еще что-то, куда-то ходить, где так вот все интересно. И я осталась. И девочка-то ушла буквально там через неделю, ей надоело все это. А я занималась много лет в этой театральной студии. А потом наш педагог говорит: кто собирается поступать, то давайте вот начинайте пробовать поступать уже заранее. Это вот очень полезно до окончания школы уже пойти, походить в приемные комиссии. Документов же не просят театральный институт на первых этих прослушиваниях. И собралась целая компания, кому было по приколу, и пойти попробовать там среди абитуриентов. И мы все пошли, а я еще только 8 класс закончила. Мы пошли, поступили все. В ГИТИС, в мастерскую Хомского. Ну что я там понимала? Мне сказали, что поступила, мне было 15 лет. Братцы-кролики! Ну что, будем пиццу делать? Да! Руки мойте! И в кухню! Все было здорово, вокруг взрослые ребята, все красивые, высокие, все уверенные в себе. На, держи. Я вот здесь. Вокруг стола занимайте места. Можно мне баночку? А можно нам? Я познакомилась с своим мужем первым на первом курсе. Он пришел к нам где-то в октябре, его перевели к нам из Щепки.
красивый, все, у нас начался роман. И так как мы были юны, неопытные, мы были друг у друга первой любовью, и у нас очень быстро случился ребенок, в общем, и не было мысли о том, чтобы не рожать вообще никаких. Так, ну, я считаю, что моя готова. У меня такая белая пицца. Конечно, огромное спасибо моей маме, конечно, она вырастила Эльку, потому что я вся была в учебе, потом в театре, в общем, занималась, конечно, больше собой, чем ею. В третьем курсе начала играть в театре Моссовета. Мне дали главную роль в спектакле «Пчелка». Я ее играла с Александром Ленковым замечательным. Был период, когда я играла 30 спектаклей в месяц. То есть я там играла утром, вечером, утром, вечером. Яна, веди ребят есть! Вот у нас фуршет. Достаточно быстро мы разошлись с мужем, через 2 года уже, и, в общем, стало понятно, что надо как-то шевелиться. Я всегда такой очень деятельным человеком была, и мне вот такая простойная слегка жизнь актрисы была в тягость. И я начинала работать. Я в автосалоне работала, машины продавала, я и работала в магазинах, и на рынках, и где только не работала, чтобы заработать денег, чтобы обеспечить там. Ну вот, потом даже когда сын родился, я уже даже подрабатывала у богатых людей, квартиры выбирала. Вот. Ну, зато все были сыты, здоровы. Ну, потому что мама уже не работала, бабушка не работала. У меня, по сути, дома было 4 человека. Мама, бабушка, 2 детей, и я должна была как-то что-то сделать для них. А сейчас уже 3 детей. Вот, я уже многодетная мама. Илишке уже 27, Олегу 22, и Яночке 9. У меня 19 тысяч и 20. И 20. А может там еще 30? Плюс 1 тысяча, да? Еще вот тут 1100. И у нас 1100. У меня тоже 2200 рублей. 21. Нет, 2200 рублей. Вот это тоже 2000. 2000 рублей. 2200. 2020. Так, сейчас у меня 20. У меня получается 22 200. 22 200 рублей. 2200 рублей. Господи, сколько у меня денег, и вся моя. Вот, а потом произошел какой-то резкий у меня скачок. Были не очень простые времена, и я случайно встретилась со своим одноклассником. Он буквально в следующий день мне позвонил и говорит: мы сейчас проводим выставку, и нам нужны девушки, модели, актрисы, которые бы ходили, красиво раздавали там какие-то бумажки, листовки и так далее и тому подобное. Давай приходи, я тебе буду платить там $50 в день. Я думаю, вау, там это $50, это будут просто какие-то громадные деньги. И я пошла на эту выставку и начала раздавать бумажки. Но видела, что, например, клиент подходит, интересуется, а все менеджеры заняты. И мне не хотелось отпускать, я подслушивала, что говорят менеджеры, и все то же самое рассказывала. Он все это посмотрел со стороны и говорит: пойдем ко мне работать. Но я пришла работать и стала буквально в течение полугода уже руководителем отдела, потом руководителем направления. И как-то вот так вот уплыла туда потихоньку. Из театра я полностью где-то в 2002 году полностью уже. То есть перестала играть совсем. Вот уже было сложно, неудобно. Иногда сейчас снится, конечно, как я на сцену выхожу, но не думаю, что это какое-то там сожаление или еще что. Мне кажется, у меня не было призвания к этому. Однажды в был такой момент, мы ехали с Ромкой в машине, и я говорю: как же мне надоело работать на дядю Васю. Я говорю: мне так надоели вот эти уже отчеты, документы, эти финансы. О, Таманская пойдет ли Глинтвейна, Изабелла? Я говорю: так уже все надоело. Я говорю: как же мне хочется вот все бросить и пойти куда-нибудь в больнице волонтерить, помогать кому-нибудь. И буквально, не знаю, но мне кажется, что прям вот дни, может быть, какие-то прошли. И сразу же, как только я начала приезжать к детям хосписа, участвовать в мероприятиях, меня, так скажем, заприметили в самом хосписе. И я начала потихонечку вот так вот. И довольно быстро меня позвали работать. Так, вот такой вот у нас
тортец. Он съедобный. Да, да. И свечку воткнуть. Так, значит, смотри, я буду его нести. Я буду нести его вот так, да, смотреть. Ага. Доставай подарок свой, подарок! Вот подарок! Вот торчит из торта подарок! Любимая наша Яночка, мы дарим тебе 3 дня... Трехдневное путешествие в Санкт-Петербург и билеты на концерты Тимы белорусских в компании Вари. Ну, а мне изменилось, конечно, это ощущение откладывания на потом. То, что в хосписе для нас является как бы главным, да, не откладывать на потом. Что потом может не быть. Есть сегодня, есть сейчас, есть вот этот день, его нужно как бы прожить максимально. Начну завтра что-то делать, или завтра сходим, или завтра сделаем, завтра папе позвоню. Нельзя, Оля, ну потому что кто, как не ты же знаешь, что нельзя завтра папе звонить. Вот сейчас звони папе. И каждый день звони папе. И вот эти вот минуты, часы, дни, там все, хватай их прямо сейчас. Ребят, спасибо за то, что вы все пришли, спасибо за подарки, которые вы принесли. Они все идут в детский хоспис нам на память моей подруги Алине. У нее завтра был день рождения. Вчера был день рождения, ей бы исполнилось 8 лет. Но она, к сожалению, погибла. И эти деньги, как бы ваш, как это сказать, эти деньги уйдут в детский хоспис для того, чтобы сохранить жизнь другим детям, чтобы они еще пожили хотя бы несколько дней. И спасибо. Детям в хоспис очень много людей идут. То есть у людей, например, умирает мама, да, и они начинают испытывать чувство вины, что вот я не был рядом, не договорил, не досказал, не довыразил. Вот я должен был ухаживать, я не ухаживал. Я там не додал, я сейчас тут хочу додать. А ты не можешь поделиться горем своим. И оттуда ты черпать не будешь. Ты будешь только гореть еще больше. У нас хорошие психологи, они понимают, то есть никогда не берут человека, который пришел с потерей. Ты сам в беде внутренней и встречаешься с бедой. Нужно, чтобы было что дать. Нужно делиться радостью. Если у тебя много счастья вот в тебе, радости, добра, какого-то света, то ты можешь им делиться, и у тебя еще больше будет вот этого. Потому что люди куда-то в хосписе, они нуждаются в том, чтобы им давали. Хотя ты берешь много, получаешь много очень добра от них. Режим парковки подключить, чтобы понять, где вставать. Большая загрузка рабочая. Это, конечно, тяжело, но это тяжело, вот, я не знаю, можно идти по горам красивым, тащить тяжелый рюкзак, да, и тебе тяжело, но тебе хорошо. Понимаю, например, что устала, вымоталась, болею, например, да, мне кажется, все, надо делать паузу. Но, может быть, для ивент-менеджера у меня уже возраст неподходящий, может быть, здесь нужны молодые ребята, у которых сил много. Но я сама не могу с этим расстаться. Я понимаю, что мне тяжело, но без этого не будет хуже. В общем, я не знаю, куда идти. Сейчас, я надеюсь... Скажите, а этот номер дома какой? 24/21? Ага, значит, сюда? Попробуем еще разок все то же самое спеть. А это основной же голос, да? То есть... Нет, это второй. Второй? Построю я дом с маяком, окутав радостью и теплом, и яркий свет войдет туда.
другим себя даря. Здесь как бы два припева, я думаю, что можно использовать один. Да. Единственное, Ну да. концовку, да, мы заменим, там, потому что она немножко другая. Да, и будет очень мило, если именно Арина споет вот эту «Пусть от невзгод и от обид Да. маяк всегда тебя хранит». Ну, у нее там прямо так, у нее так прямо хрусталик говорит, маяк, она так прямо вот нежненько это поет там. Красиво вообще. Красиво, да? Свет радости, пусть день за днем сияет в доме с маяком, сияет в доме с маяком. Да. Оль, дайте мне 5 минут, пожалуйста. 5 минут, Оль. Наверное, произошло то, что называют выгоранием. Вот то дело, которое я делаю, да, я его люблю безумно. И я на 100% уверена, что я вот в этой вот теме паллиативной помощи, дети там и так далее, я здесь навсегда. Так или иначе, это все будет продолжаться в моей жизни. Другое дело, что сейчас сложилась такая история, вот в силу там усталости ли, да, какого-то эмоциональной перегрузки, возраста, там, ну вот как-то все вместе. Вот случилось такое, что я не могу сейчас давать так, как это должно. Качество помощи будет страдать. То есть я сейчас не могу помогать. Мне сейчас нужно помочь самой себе. Маршрут
твою же налево. Дед Мороз пришел. Дедушка, который его мне было вытянул. Старому человеку на 3-й этаж. Дед Мороз с красным с бородой из ваты. Подожди, Дедушка. Здравствуй, внученька. Как ты выросла. Хорошо ли себя вела, внученька? Прелестно. Мать Маму извела? слушала, маму избивала, изводила, не кормила. Это Все правильно. хорошо. Потом смотри, ты же знаешь, что я фанатка вот этих вот уродцев? Да. А сейчас еще и их год наступают, мыши. Вообще огонь. Вот. И я прямо вот решила, что потом ты любишь всякую мультипликацию, Да. то есть как бы, да, так что тебе Спасибо. мышу. Потом, что может быть лучше прекрасной татухи? О, да, какая красота. Мне кажется, что они прямо в твоем этом. Да, стиле. Вот. И тебе вот такую вот еще. Огонь, вообще. Давай. Олечка, я так рада тебя видеть. Тоже. Так скучала. А я буду скоро писать сочинение на китайском и буду выступать в китайском посольстве. Меня учитель готовит к тому, что я буду с ребятами петь на китайском языке. 圆美，清真，白日，不到，